Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть. Сегодня у нас с вами еще один урок из серии «Как эффективнее изучать иностранный язык». Сразу скажу, что на этом уроке я выражаю свое личное мнение и делюсь с вами моим опытом изучения иностранных языков. Я самостоятельно выучила английский и испанский, поэтому тоже как преподаватель наблюдала за собой, что мне помогло в изучении этих языков, а что чуть-чуть мешало. Начнем с того, что когда мы говорим на своем родном языке, мы понимаем все. И мы привыкли к тому, что во время разговора мы все понимаем. Когда же начинаем изучать иностранный язык, то мы сталкиваемся естественным образом с ситуациями, в которых мы понимаем значительно меньше, чем хотели бы. И здесь у нас появляется первая проблема. Мы, естественно, чувствуем дискомфорт, когда не понимаем всего, что слышим, и не можем сказать все, что хотим. И я предлагаю вам такой подход к изучению языка, когда дискомфорт является чем-то очень полезным. Предлагаю использовать этот дискомфорт в качестве инструмента, который помогает нам развиваться и достигать высоких результатов в изучении языка. Вы скажете: ты что, Маша, как это сделать? Чтобы использовать дискомфорт в свою пользу, прежде всего важно включить такое мышление, что при изучении иностранного языка ты не будешь понимать очень много. Важно выходить из этой точки. И с моей точки зрения очень важно, я бы сказала, необходимо слушать аудио и смотреть видео на изучаемом языке, даже если ты не понимаешь очень много. Из моего опыта я сделала вывод, что достаточно понимать чуть больше 50% информации, чтобы смотреть видео на изучаемом языке и слушать аудио. Естественно, это вызывает сильный дискомфорт и чувство: о боже, я не понимаю, я не знаю многих слов, я не ориентируюсь хорошо в том, что говорят. Но важно использовать этот дискомфорт в качестве преимущества и сказать себе: если я понимаю 51-55% того, о чем идет речь, я могу, первое, зацепиться за те слова, которые понимаю, и достраивать контекст. Здесь тоже очень важно сказать, что когда мы слушаем аудио на какую-то тему или видео, очень важно знать эту тему, о чем идет разговор. Вырванные из контекста фразы понять значительно труднее. Я вижу это по своему опыту, когда ходила в испанский банк, и мне кто-то что-то говорит
просто фразы, вырванные из контекста, я не понимаю, что мне говорят, потому что я не знаю, чего от них ожидать. Но если я прихожу в ресторан и хочу заказать креветки, то я знаю, что мне скажет официант, и знаю, что мне сказать. Контекст очень помогает. И также в этих видео и аудио. Если мы знаем общую тему разговора, общую тему, о чем идет речь, то достроить этот контекст нам значительно проще. И я глубоко верю в то, что это один из способов изучения языка. И еще раз подчеркну, что дискомфорт, связанный с непониманием всего высказывания или всего текста, тоже важный аспект, потому что правда такая, когда мы изучаем язык, и если мы изучаем этот язык в реальной жизни, то есть нам нужно пойти в мир и говорить на этом языке, правда такая, что этот дискомфорт будет постоянно присутствовать. Мы постоянно не будем понимать всего, что нам говорят. Почему? Потому что у людей разная дикция, потому что одни люди говорят очень быстро, другие нормально. Одни люди используют много сленга, разных специфических слов, и мы не будем их понимать. Поэтому чувство освоения с дискомфортом невероятно важно для нас. И я бы сказала, чем быстрее и чем лучше мы освоимся с этим дискомфортом, тем эффективнее мы будем изучать язык. Из этого вытекает моя следующая мысль и мое следующее предложение для вас, друзья, всех тех, кто изучает русский язык. Если вы хотите добиваться хороших результатов в изучении языка, необходимо слушать аудио и смотреть видео на изучаемом языке. Не важно, что вы не понимаете всего. Не в этом дело, чтобы понять все. С моей точки зрения, если мы смотрим видео об изучаемом языке на английском языке или на нашем родном языке, то это больше способ, первое, или повторения материала, просто такой приятный контакт с языком, или больше такое развлечение, что мы получаем удовольствие от того, что, мы смотрим видео, да, это о том языке, который мы изучаем, там будет несколько новых слов, фраз, я выучу эти фразы. Естественно, да, мы познакомимся с новыми словами, с новыми фразами. С другой стороны, этой новой информации явно не очень много, и она опять отрезана от широкой темы и контекста. Это вырванные из контекста фразы, отдельные слова, которые, безусловно, хорошо повторить и важно знать, но их так мало, что такой урок на английском языке, с моей точки зрения, не дает желаемых результатов. Безусловно, мы выучим эти слова или выражения, если хотим, но прогресс будет значительно меньше. Мы будем
значительно медленнее изучать иностранный язык, используя постоянно наш родной язык или английский язык в качестве языка посредника. Это такой лингвистический термин, который обозначает, что мы опираемся постоянно на какой-то язык при изучении другого языка. С моей точки зрения, исключение этого языка посредника действительно приводит к очень высоким результатам. Важно сказать, что когда мы окружаем себя этим изучаемым языком, мы погружаемся в этот изучаемый язык, то по моим наблюдениям мы учим наш мозг работать активнее, осваиваться с этим большим количеством новой информации. Да, безусловно, это непросто для нашего мозга, особенно первые недели изучения языка. Однако потом это тренирует наш мозг и показывает ему, что смотри, да, у нас много новой информации, но ничего, мы справляемся с этой информацией. Мы понимаем достаточно для того, чтобы функционировать, используя этот язык. Необходимо задать себе вопрос, какую цель я преследую, к чему я иду, когда смотрю видео на изучаемом языке или на английском языке об изучаемом языке. Если моя реальная цель выучить язык на уровне B1, B2, такой коммуникативный уровень, то каждый раз, когда я выбираю себе видео на английском или на изучаемом языке, я отвечаю себе честно на вопрос. Я сейчас работаю над тем, чтобы улучшить мои языковые навыки. Я сейчас делаю себе такой урок этого изучаемого языка. Или я хочу приятно провести время. Это замечательно, если мы хотим приятно провести время, слушая кого-то, кто рассказывает о языке, который нас интересует, который мы изучаем. Только важно провести эту границу. Ученики говорят, ну нет, я смотрел 5 видео по-английски, там были новые слова русские, и я активно учился. Активно, не знаю, учился супер, да, замечательно. С моей точки зрения, такое понимание, я сейчас работаю над изучением языка или я более приятно провожу время, крайне важен. И из этого вытекает следующий момент или следующий способ работы с видеоматериалами, с аудиоматериалами, который просто необходим, чтобы быстрее изучать язык. А именно, когда вы слушаете новое аудио, когда вы смотрите новое видео, просто необходимо делать записи. Записывать новые слова, записывать новые выражения, особенно если они легко доступны, например, в видео с субтитрами или с надписями в видео. Друзья, обязательно записывайте себе новые слова, новые формулировки. Когда слышите, что в разговорной звучащей речи появилась какая-то формулировка,
которую вы не знаете или слышали, но не до конца умеете использовать. Просто необходимо записывать это в тетрадь. И не просто записать и забыть, а возвращаться к этим записям, перечитывать эти слова, эти фразы. И я сама очень активно так работаю с испанским языком, например. Я постоянно выписываю слова из видео, и потом, когда у меня есть 10 минуток, например, я возвращаюсь к этим словам и просто их читаю. Я абсолютно не стараюсь через силу вбить себе в голову эти новые слова. Нет. И вам не рекомендую. Я думаю, что значительно эффективнее работает этот метод освоения, когда мы видим одно и то же слово несколько раз, да, мы его читали на этой неделе, через неделю, потом через месяц повторили, и оно просто оседает где-то тут на подкорке, как по-русски можно сказать. Еще одним способом эффективно работать с видеоматериалами и с аудио, если у вас есть текст к этому аудио, это повторять за говорящим текст, который вы можете прочитать, который написан. Вы скажете, ну что, читать просто, а вы говорите? Да, это очень хороший способ тренировать произношение на изучаемом языке. Почему? Потому что, когда вы будете читать этот текст, во-первых, вы будете стараться следовать интонации той, с которой говорит native speaker. Это первое. И это важное, это ценное, да, повторять эту интонацию. Второе. 100% появятся слова, которые вы произносите по-другому, чем native speaker, чем носитель языка. И часто мы не отдаем себе отчета в том, что мы говорим эти слова по-другому. Мы думаем, что так их произносят на этом языке. Но когда мы слушаем носителя и повторяем, читаем этот текст, то если есть такая большая разница в произнесении, в произношении, как он произносит и как мы произносим, то это дает нам важную информацию. Мы понимаем так, о, я говорю это слово не так. Мы можем перемотать назад, послушать еще раз. И еще раз подчеркну, что это работает очень классно, именно потому, что часто мы не отдаем себе отчета в том, что какие-то слова мы произносим по-другому, чем носители языка. А такой метод повторения вместе с носителем или повторение за носителем языка очень хорошо помогает почувствовать различия и улучшать произношение самому, без помощи преподавателя. Следующий совет для моих учеников, которые работают с видеоуроками. Особенно если вы не понимаете достаточно много, но не только. Даже если уроки для вас понятны, необходимо смотреть эти уроки несколько раз. То есть, как говорит русская пословица, повторение – мать
учения. Вы скажете, ну зачем? Зачем мне повторять столько раз? Потому что исследования показывают, что наш мозг очень интересно работает. И что когда мы возвращаемся к информации, каким-то текстам, к блокам информации, если быть точной, то наш мозг находит что-то новое, что-то, что мы пропустили или упустили из виду, когда были в контакте с этой информацией в прошлый раз. И можете это потестировать, друзья. Это действительно очень интересно работает. Я вижу это по себе, потому что я переслушиваю те аудио или пересматриваю видео, которые меня интересуют несколько раз. Для меня это норма. 2-3 раза спокойно. И реально каждый раз ты находишь, или я нахожу 1, 2, 3 фразы или мысли, которые я пропустила, когда смотрела видео раньше или слушала аудио. Это потрясающе работает. Возвращаясь к идее дискомфорта, и как использовать этот дискомфорт в свою пользу при изучении языка. Я поделюсь с вами еще одной гениальной идеей, к сожалению, не моей. Я передаю вам ее. Это идея Джордана Питерсона. Он известнейший современный психолог. С его точки зрения, когда мы смотрим на себя и смотрим на наш прогресс в чем-либо, абсолютно неэффективно и не конструктивно сравнивать себя с другими людьми. Он вместо этого предлагает новый подход. Он говорит о том, что сравнивать себя следует и нужно только с самим собой, но раньше. То есть, если мы находимся в процессе изучения языка, то говорить: о, а вот Роберт уже так хорошо говорит, а я не так, абсолютно неконструктивно. Это нас не мотивирует, не имеет смысла, что делает Роберт. Да? Мы работаем с собой. Вместо этого намного лучше, продуктивнее и эффективнее посмотреть на себя самого месяц назад, 3 месяца назад, 6 месяцев назад и сказать: о, 6 месяцев назад я не знала этого, этого, этого и этого. 3 месяца назад я выучила это и это и это. Еще месяц назад вот это дополнительно, это и это. И сейчас я в другом месте, чем 6 месяцев назад. У меня действительно есть прогресс. И этот способ мышления, что каждый раз мы сравниваем себя с прежней версией себя. Это очень-очень важный инструмент мотивации, потому что я уверена, друзья, что вы за последние 6 месяцев приобрели, каждый из вас, много или достаточно новых знаний. И если вы посмотрите на себя 6 месяцев назад, то действительно, положа руку на сердце, можете сказать: да, я вижу свой прогресс. И это очень важно, его видеть, оценить, а не просто думать: о, а я не знаю еще этого, а я не выучил такую грамматическую категорию, ну что же у меня вот еще столько осталось. Всегда много всего, чего мы не знаем. И это часть жизни, часть реальности.
Поэтому наша задача прослеживать свой собственный прогресс. И напоследок я поделюсь с вами своими наблюдениями о том, как разные люди изучают язык. Думаю, что некоторым из вас очень важно будет услышать, что есть две категории учеников, две категории людей. Первая категория — это те, которые практически с самого начала быстро прогрессируют. То есть это люди, которые изучают новые слова быстро, которые начинают говорить, даже если у них небольшой словарный запас. Они используют эти слова, которые знают, строят из них фразы, говорят. И эти люди очень часто быстро прогрессируют до уровня B1, такого коммуникативного базового уровня. Этот прогресс там почему-то замедляется. У некоторых это занимает много времени, чтобы дальше прогрессировать. Некоторые остаются на этом уровне и уже не идут дальше. Некоторые достаточно быстро, да, тоже начинают дальше прогрессировать и достигать супер результатов. Но есть вторая категория изучающих язык. Дети, например, относятся к этой категории, и я сама. Это те люди, которые изучают на старте новые слова. Эти слова не входят. Изучают грамматику. Грамматика так не всегда понятна. Этим людям не просто строить фразы, используя это очень ограниченное количество слов. Этим людям трудно говорить на языке, когда у них недостаточно еще знаний, не построен этот фундамент. И этот процесс, да, построения фундамента может занимать несколько лет даже, у детей 100%. У взрослых, я бы сказала, зависит от языка, но может около года быть такой период, когда мы вроде учим, вроде бы стараемся, вроде бы реально работаем над языком, но при этом нам очень трудно строить фразы, нам трудно говорить, нам трудно общаться на этом языке. Как-то построить этот фундамент. Много этих отдельных кирпичиков, но построить трудно. А потом приходит момент, что-то переключается, и происходит такой качественный скачок. Люди вдруг начинают говорить на языке, и часто очень так неплохо, достаточно свободно. И это смешно очень выглядит у детей, которые, например, приходят с каникул, они не говорили вообще, то есть ты с ними учился, старался, ничего не говорили. Они возвращаются с каникул и начинают говорить с тобой целыми фразами. Это такое, что происходит? И у взрослых это тоже так работает, что вдруг происходит качественный скачок, и люди начинают использовать целые фразы, говорить целыми фразами на языке. Подводя итог нашему сегодняшнему длинному уроку, скажу: первое. Научитесь использовать дискомфорт в свою пользу. Окунитесь в этот изучаемый язык, погрузитесь. Достаточно понимать больше 50% информации, чтобы слушать аудио, чтобы смотреть видео на изучаемом языке. Будьте в гармонии, в согласии с этим чувством дискомфорта, осваивайтесь с мыслью, что я не понимаю всего, и всеми возможными способами учитесь достраивать контекст, опираясь на ключевые слова, опираясь на тему высказывания, опираясь на то, что вы понимаете.
Второе. Делайте записи. Когда смотрите видео, когда слушаете аудио, обязательно записывайте новые слова, интересные слова, фразы, которые появились в этих материалах. Третье. Повторяйте. Не бойтесь пересматривать одно и то же видео, переслушивать разговор, интервью, аудио несколько раз. Это замечательный способ науки, замечательный способ изучения языка и примирения с этим чувством дискомфорта. Вы поймете чуть-чуть больше и почувствуете себя чуть-чуть лучше. Четвертое. Сравнивайте себя только с самим собой и со своей прежней версией, с тем, как вы владели языком 6 месяцев назад, год назад. Следите этот прогресс, следите этот рост и хвалите себя за это. Говорите себе добрые слова. Абсолютно неважно, кто что делает из ваших друзей. Важно, как вы идете вперед, как вы развиваетесь. Я не говорю неважно в значении все равно. Нет, я говорю, что мы концентрируемся на своем пути, на своем процессе изучения. Ценим себя и свои способности, а они у каждого из нас разные, и это абсолютно нормально. И еще, конечно, повторяем. Повторяем за носителем языка. Читаем текст вместе с ним. Повторяем его интонацию и повторяем его произношение. До встречи на следующих уроках, друзья. Успехов! Я с вами.